Накануне формирования нового правительства в Германии прежняя администрация канцлера Олафа Шольца приняла весьма символическое и политически значимое решение – заблокировать потенциальную поставку истребителей Eurofighter в Турцию. Об этом, как утверждает немецкое деловое издание Handelsblatt, шла речь на закрытых правительственных обсуждениях. Поводом для такого шага послужил арест мэра Стамбула Экрема Имамоглу, одного из главных представителей турецкой оппозиции. Его задержание вызвало серьезный резонанс как в самой Турции, так и за ее пределами. В Германии это было воспринято как тревожный сигнал, возможный откат от демократических принципов и усиление давления на инакомыслие. Согласно Handelsblatt, речь идет о примерно 30 истребителях, а Германия, как одна из стран-производителей Eurofighter, играет ключевую роль в выдаче экспортных лицензий. Без ее согласия поставка невозможна, несмотря на участие Великобритании, Италии и Испании в проекте. Еще в прошлом году Шольц демонстрировал открытость к оборонному взаимодействию с Турцией. Однако, как отмечают источники, внутриполитические события в Анкаре, в частности ситуация с Имамоглу, радикально изменили настрой в Берлине. Официальные представители правительства Германии отказались от подробных комментариев, ссылаясь на конфиденциальность подобных обсуждений. Тем не менее, сам факт утечки информации в крупное издание, а также резонанс вокруг решения, говорит о том, что Берлин намерен использовать экспорт вооружения как политический инструмент. Демократия – не абстракция и не действие, а подрывающие ее основы не останутся без ответа. Это решение может повлиять не только на двусторонние отношения Германии и Турции, но и на будущие переговоры по оборонным контрактам Анкары с другими странами НАТО. При этом становится ясно, в мире, где дипломатия все чаще подкрепляется экономическими и технологическими рычагами, поставка вооружений превращается в мощный инструмент воздействия. ЕС демонстрирует солидарность с Арменией на фоне региональных вызовов и угроз. На фоне нестабильной обстановки в Южном Кавказе Европейский Союз все активнее проявляет свою солидарность с Арменией, подчеркивая, что сотрудничество с этой страной основывается не только на политических интересах, но и на общих историко-культурных ценностях. Это особенно заметно в заявлениях и выступлениях европейских парламентариев, обеспокоенных ситуацией в регионе. Один из ключевых посылов, звучащих из Брюсселя, заключается в признании важности Армении как государства, которое с древних времен выступает как культурный и религиозный мост между Востоком и Западом. Армения – первая страна, принявшая христианство в качестве государственной религии. И этот факт глубоко укоренен в коллективной памяти европейских обществ. Именно эта цивилизационная общность формирует основу для устойчивых и глубоких связей между Арменией и странами ЕС. В Европарламенте обращают внимание на растущие угрозы, с которыми сталкивается армянский народ. Согласно мнению ряда депутатов, в последние годы Турция и Азербайджан усилили политическое и военное давление на Армению, что вызывает обеспокоенность в европейских кругах. Особенно острая реакция последовала после событий, связанных с полным переходом контроля над Нагорным Карабахом к Азербайджану. Европейские представители с тревогой наблюдают за изменением демографической и культурной картины в регионе. Поступающие из Армении и диаспоры сообщения о разрушении или преобразовании армянских церквей и других святынь в Карабахе вызывают обеспокоенность не только у политиков, но и у правозащитных организаций. В ЕС это расценивают как попытки стереть армянское культурное наследие, что в долгосрочной перспективе может только усугубить напряженность в регионе. Не меньшую тревогу вызывают и гуманитарные аспекты. В частности, остается нерешенной проблема удерживаемых в Азербайджане армянских пленных. Европейские депутаты подчеркивают, что это является нарушением норм международного права и препятствием для продвижения к подлинному миру между двумя странами. Несмотря на официальные заявления о готовности к диалогу, в ЕС видят, что путь к нормализации армяно-азербайджанских отношений остается непростым. Азербайджан выдвигает все новые требования, некоторые из которых, по мнению европейских политиков, подрывают основы территориальной целостности Армении.
Это делает сомнительным подписание полноценного мирного договора в ближайшем будущем. На фоне этих вызовов в ЕС звучат призывы к более активной и осознанной политике поддержки Армении. Франция, как одно из ключевых государств ЕС, особенно последовательно продвигает идею солидарности с армянским народом. Отмечается важность сохранения культурной идентичности армян, защиты их прав и создания условий для устойчивого развития. Одним из возможных шагов в направлении сближения может стать либерализация визового режима между Арменией и странами ЕС. Эта мера позволит упростить передвижение граждан, усилить гуманитарные и образовательные связи, а также способствовать экономическому взаимодействию. В европейских институтах подчеркивают, что при наличии общей историко-культурной платформы такой шаг выглядит вполне логичным и своевременным. Кроме того, представители ЕС подчеркивают, что сотрудничество с Арменией должно иметь не только декларативный, но и практический характер. Это касается как безопасности, так и вопросов экономического восстановления. Страны Евросоюза заинтересованы в стабильности и процветании региона, особенно учитывая его стратегическое положение и важность для энергетической и транспортной безопасности Европы. Отдельно поднимается тема роли армянской диаспоры в странах ЕС. В частности, во Франции армяне пользуются высоким доверием, активно участвуют в общественной, культурной и экономической жизни страны. Это формирует дополнительный фундамент для укрепления связей между Европой и Арменией, на который политики все чаще опираются при формировании своей внешней повестки. Таким образом, солидарность Евросоюза с Арменией выходит за рамки политических деклараций. Она основывается на глубинных культурных, исторических и ценностных связях, а также на осознании важности поддержки народа, оказавшегося в окружении вызовов. Европейские политики подчеркивают, что стабильная, безопасная и уважаемая Армения – это не только цель армян, но и стратегический интерес самого Евросоюза. Заместитель председателя парламентской комиссии по вопросам безопасности и обороны, депутат от правящей партии парламента Армении Армен Хачатрян сообщил, что в последние 3 года на армяно-азербайджанской границе были проведены масштабные работы по укреплению оборонительных позиций. По его словам, подобного объема фортификации страна не реализовывала ранее. При этом он отметил, что в ряде участков укрепления еще не завершены, а завершить такие проекты за 1 или 2 года невозможно. С утверждением о сроках трудно не согласиться. Подобные задачи действительно требуют времени. Однако с окончания боевых действий в 2020 году прошло уже более 4 лет, а не год или 2. Возникает вопрос, достаточно ли просто укреплять линии обороны, не меняя принципов ведения оборонной политики? На фоне развития технологий и применения современных методов ведения войны одних лишь фортификаций недостаточно. Если противник располагает мобильными штурмовыми подразделениями, имеет превосходство в воздухе и возможности глубокой разведки, то статичные оборонительные линии, особенно в условиях сложного рельефа, могут быть обойдены или нейтрализованы. Максимум, чего можно добиться за счет фортификаций, это базовая защита от артиллерии, беспилотников и ударов в лоб. Однако современная война требует гибкости. Армения уже сталкивалась с последствиями линейного мышления во время конфликта 2020 года, когда оборона была статичной, а мобильные наступательные силы слабо развиты. Чтобы обеспечить эффективную защиту, необходимо не только строить укрепления, но и развивать другие компоненты оборонной системы. Мобильные и ударные подразделения, контрбатарейные средства, системы радиоэлектронной борьбы, ПВО и средства воздушного удара. Только в сочетании с такими элементами фортификации могут стать частью глубоко эшелонированной обороны, а не уязвимой мишенью. Будет правильно, если в будущем мы услышим от официальных лиц не только отчеты о километрах траншей, но и информацию о том, как развивается мобильная компонента армии, какие шаги предпринимаются для повышения ее наступательного потенциала и адаптации к современным вызовам, подытожил Армен Хачатрян. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускали самые важные новости мира и нашего региона.